Какими фразами вы можете бороться с нарциссом, какими фразами вы можете ставить его на место? Дело в том, что очень часто, если вам приходится общаться с человеком, у которого есть нарциссические черты личности, то вы тут же сталкиваетесь с неуважением, каким-то пренебрежительным отношением со стороны такого человека. Вы тут же столкнетесь с обесцениваниями каких-то любых ваших достоинств и достижений, с манипуляциями очень грубыми, когда он пытается что-то получить от вас против ваших интересов, с газлайтингом, с разного рода пренебрежением со стороны этого человека. Понятно, что если это такая ситуация, ну, например, женщина на Тиндере познакомилась с мужчиной, и они там где-то месяц-два общаются, и начинают вот так жестко ее абьюзить. В такой ситуации что? Ну, до свидания, мы, значит, друг другу не подходим. Но что делать, если, скажем, этот человек это ваша мать? Или, например, какой-то родственник, или начальник, а вы не хотите менять работу. В такой ситуации вам нужно знать, какими фразами вы можете поставить человека на место, каким образом вы можете ответить нарциссу так, чтобы его это вот неуважение и пренебрежение оставалось в нем, но не касалось вас. Каким образом вы можете защитить свою безопасность в ситуации вынужденного общения с нарциссом. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разберем те фразы, которые позволят вам поставить нарцисса на определенную дистанцию и не получать от него тот самый ущерб, связанный с его постоянным неуважением к вам и вообще ко всем окружающим людям. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы больше человек смогли его посмотреть. И мы с вами начинаем. Почему же нарцисс так себя ведет? Дело в том, что когда человек не уважает себя, а мы знаем, что нарцисс себя не уважает просто потому, что у него такая структура личности, такая нестойкая, полная тревоги, неуверенности в себе. Он считает, что он не имеет права себя любить, у него нет вот этого чувства какого-то изначального уважения к себе. Естественно, что как человек может, который не уважает себя, уважать окружающих? Ну откуда у него это уважение возьмется? Естественно, что когда он общается с окружающими людьми, он старается их подтопить, он старается их как-то унизить таким неуважительным каким-то общением, сделать так, чтобы вот они выглядели хуже, чем он, и он на их фоне таким образом выглядел как-то более что ли значимо, более уверенно. И первая фраза, которую вам нужно освоить, это фраза «я согласна с тобой». Дело в том, что часто бывает так, что нарцисс инициирует какие-то конфликты для того, чтобы таким образом как-то вас зацепить и в ходе спора в этом споре оказаться победителем. А если вы хотя бы минуту имели опыта общения с нарциссом, вы понимаете, что спорить с ним бесполезно. Ты не можешь с ним спорить, потому что это спор просто как болтовня ради болтовни, ради того, чтобы в конце концов ты сдалась, а он себя чувствовал победителем. То есть ты не можешь доказать свою правоту, даже если ты 1000 раз права, потому что ты споришь с нарциссом. В такой ситуации проще всего сказать, что да, я с тобой согласна, в том смысле, что меня это мало волнует. Ну, предположим, такая ситуация. Вы живете с нарциссом и вы решили заняться живописью. Вот вы купили себе там мольберт, у вас холст, вы рисуете. Первые ваши какие-то рисунки, эскизы, они не очень умелые. Вы сомневаетесь, вам с одной стороны это интересно, с другой стороны вот вы не знаете, получится, не получится. Подходит этот красавец и говорит, это не твое вообще. Вот вообще, ты вот может быть там за компьютером сидеть, это твое, а рисовать нет, это не твое. И вообще большинство известных художников мужчины, а ты женщина, а не женское это дело, да, и вот в общем, то есть он берет вот так вот просаживает. В такой ситуации первая реакция какая здесь ожидается? Какую он ожидает вашу реакцию? Вы расстроитесь, вы там, было бы идеально, чтобы заплакали, или вы начнете как-то, не знаю, спорить с ним, вы начнете ему перечить, вы начнете говорить, да нет, вот есть очень много там известных художниц женщин, а он скажет, да, эти женщин знаем, мы этих художниц женщин. То есть, понимаете, он ждет от вас вот этот спор, он хочет получить кровь, он хочет от этого получить ресурс, а вот вы рисуете, он хочет вас сейчас взять, макнуть, так сказать, в дерьмо, и чтобы в результате вы там еще начали ему как-то там пытаться как-то его переубеждать, а у него уже есть заготовленные фразы. В такой ситуации, если вы скажете, да, я с тобой согласна, у меня не получится, я так просто сейчас дурака валяю. Вы таким образом снижаете уровень напряжения, и самое главное, что вот его эта нападка, она по типу, знаете, такого психологического айкидо, она вами не принимается. То есть вы это пропускаете, как говори, что знаешь, а я себе сама у себя на уме. Бывают ситуации, когда нарцисс начинает ныть. Знаете, вот ты находишься рядом с человеком, а он начинает говорить, это все плохо, у меня ничего не получается, у нас с тобой ничего не получится, я не понимаю. Мужчины часто любят говорить женщинам, я не могу тебе ничего дать. Ты знаешь, тебе нужна хорошая жизнь, а я, читая «Ленивый бездельник», просто не могу тебе ничего дать. И вот это такое страдальчество предполагает, что вы должны, конечно, его как-то успокаивать. Говорить, да ничего страшного, мы же друг друга любим, я буду тебя и таким принимать, мне это не важно. Вот это он ждет, что вы будете говорить. В такой ситуации вы можете сказать ему так, вторая фраза. Я вижу, что ты расстроен. То есть вы в такой ситуации не воспринимаете весь этот смысловой бред, то есть все, что он вам рассказывает, а обращайте внимание на то, как он себя ведет. Я вижу, что ты расстроен. В такой ситуации, во-первых, часто бывает так, что нарциссу это приятно слышать, потому что он вроде как чувствует, что принимают его эмоциональное состояние. Особенно это касается, если это, скажем, ваша мать, или если это, скажем, какой-то такой человек, который
ну, которому уже, как бы, скажем, силой возраста или социального положения принято почаще ныть. А с другой стороны, если вы говорите, что я вижу, что ты расстроен, то таким образом вы нарциссу показываете, что вы контролируете эмоциональное состояние ваше и его, и в такой ситуации он на какое-то время перестанет на вас нападать, потому что он понимает, что вы знаете, что он чувствует больше, чем он сам это чувствует. В такой ситуации нарцисс как бы перестанет на вас нападать. Следующая важная фраза — это «твой подход на меня не работает». То есть вот то, как ты себя ведешь, это вообще не про меня, это про тебя. Ну, предположим, вы куда-нибудь пришли, а он начинает, ну, не столько ныть, а сколько ныть и немножко такие какие-то претензии. Чем мы сюда пришли, вот эти твои друзья все дурацкие, они, короче, меня не ценят, они не смеются с моих шуток, они там ничего, мне тут не интересно, ты меня сюда притащила. Вот он начинает это вот все вот ныть и пытаться испортить вам настроение. Опять же, какая неправильная реакция в такой ситуации? Вы начинаете переживать, что сейчас его это бурчание все заметят, что это как-то немножко испортит настроение людям, что вы будете себя плохо чувствовать, что, я не знаю, что он сейчас будет бурчать, это бурчание потом перейдет в то, что когда вы будете уже вдвоем, он вам начнет там как-то, ну не знаю, выносить мозг. Вы начинаете по этому поводу тревожиться, он чувствует это, и в этой ситуации он понимает, что он таки оказывается в центре внимания. Ну, потому что вот он сидит, бурчит, все как-то так, ну, вроде бы как пытаются веселиться, но обращают на него внимание, он получает себе хотя бы немножко внимания. Правильная реакция. Вы говорите ему о том, что я вижу, что ты чем-то расстроен. То есть, опять же, пропускайте мимо ушей содержание его вот этого вот, ну, фабулу его, ну, не бреда, а фабулу его этих высказываний. А обращайте свое внимание и его внимание на то, как он себя ведет и в каком он находится состоянии, в каком он находится в эмоциональном, так сказать, состоянии, в каком настроении. Я вижу, что ты расстроен, но то, что ты расстроен, это про тебя, это не про меня. В такой ситуации нарцисс как бы, ну, немножко возвращается к себе, и, ну, тут два варианта. Либо он еще больше, так сказать, декомпенсируется и почувствует себя как-то очень, очень нехорошо и начнет себя вести вообще, так сказать, из ряда вон плохо. Ну, в такой ситуации вы, так сказать, быстрее поймете, что это за человек. Либо он начнет как-то, ну, больше замыкаться и понимать, что ему нужно как-то с самим собой что-то делать в этой ситуации. Следующая фраза — это такое психологическое айкидо в чистом виде. Это когда вы говорите что-нибудь типа «да, да, ага, окей». То есть вы соглашаетесь с ним, таким образом снижаете значимость предполагаемого предстоящего какого-то конфликта или спора. Просто да, 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 говори, 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 проехали. Понимаете? То есть, если вы видите, что он начинает вас как бы призывать, инициировать к какому-то спору, вы можете проще всего погасить его, если просто скажете да, 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 хорошо. Я согласна. При этом очень важно, чтобы здесь не сквозило ваше какое-то пренебрежение или сарказм, потому что тогда он будет воспринимать это как ваш, ну, как будто бы приглашение к дальнейшему спору. А это должно быть что-то такое очень спокойное, с переходом на какое-то, на отвлечение на какие-то ваши процессы, на ваши следующие дела. Да, да, и вы там занимаетесь своими делами. Если вы замечаете, что нарцисс говорит что-то, ну, таких уже на повышенных тонах, а вы сумели сохранить спокойствие, это вот идеально, то вы можете просто заметить, что я смотрю, что ты взволнован, тебе, наверное, стоит успокоиться. Если вы сможете сказать это спокойным голосом, то таким образом вы можете, ну, на время обезоружить нарцисса, потому что это его стратегия поведения — выводить других людей на эмоции, находясь самому в эмоциях, а потом резко успокаиваться. И поскольку вы не можете так резко успокоиться, он вам начинает вот так указывать, что ой, ты же какая неадекватная, посмотри на себя, вся в слезах, вся в эмоциях, там какой-то газлайтинг начинается. А здесь получается так, что вы указываете другому человеку на то, что вы видите, что он волнуется, и говорите о том, что вам кажется, что, возможно, ему стоит успокоиться. Просто не в плане того, что ты сумасшедший, это какой-то газлайтинг с вашей стороны, а просто вам кажется, что, ну, было бы ему лучше, если бы он успокоился, что чего ж тут волноваться. Следующая важная фраза — это «я не хочу тебе отвечать на этот вопрос», только звучать это должно так: «Я предпочитаю не реагировать на это», «я предпочитаю не отвечать на это», ну или как-то иначе. Вам очень важно, чтобы эта фраза в вашем исполнении звучала не официально, вот так вот, как я сказал, а как-то вот придумать, как вы бы могли это сказать. То есть тут идея в чем? Ну, предположим, представьте, мать у женщины спрашивает: как там твой этот Валера, как ты с этим мужчиной, что у вас там происходит? И женщина не хочет ей отвечать, потому что она понимает, что если я расскажу своей маме, что там у нас с ним происходит, она начнет задавать эти вопросы, давать советы и испортит мне настроение вообще на весь день. Если я ей скажу, что я не хочу тебе говорить прямо или просто не отвечу, то она начнет говорить, что вот это такое доверие, да, это ты так к маме относишься, я тебя рожала, я тебя там, не знаю, воспитывала, а ты вот так себя ведешь. То есть получается, что такое вот как бы патовая ситуация. Если вы сможете сказать что-нибудь типа «я предпочитаю не отвечать на этот вопрос», и это будет звучать как что-то такое, наполненное вашим самоуважением и при этом без такой, ну, какой-то явной враждебности к вопрошающему, то в такой ситуации это сможет снизить напряжение. Когда-то я придумал такой ответ универсальный: это неэтичный вопрос. Когда мне
Предположим, когда я был подростком, у меня бывало так, что друзья спрашивали там какие-то вопросы, которые предполагали, что я должен там раскрыть какие-то секреты других друзей. Например, там какой-то парень спрашивает меня: а ты не знаешь, что эта вот девушка, она там с тем встречается или не встречается, а что там происходит? И я понимаю, что если я ему отвечу на этот вопрос, то я раскрою чужие секреты. Если я ему не отвечу, то он как бы обидится, что ты мне не отвечаешь. И я тогда просто говорил так, что это неэтичный вопрос. В принципе, когда 17-летний парень говорит такую фразу, это звучит достаточно, как бы, ну, с одной стороны, убедительно и весомо, не обидно, ну и с другой стороны, я таким образом уходил от ответа на неудобные, некорректные вопросы. Если подытожить, то суть всех этих фраз заключается в том, что вам нужно уважать себя безотносительно к тому, как к вам относится нарцисс. То есть, если вы сможете себя столь же полно уважать, сколь полно он себя не уважает, то его все эти нападки вы будете воспринимать как, знаете, как горохом об броню. Вы будете к этому относиться как к таким феноменам, очень понятным и очень ожидаемым от человека с нарциссическими чертами личности. Он так себя ведет не потому, что это я плохая и он говорит мне о том, что я плохая. Он так себя ведет, потому что он такой человек. Это не про меня, это про него. То есть вам очень важно просто сохранять собственную какую-то стабильность и устойчивость в отношении с нарциссом, если вам приходится с таким человеком общаться. Какими фразами вы ставили нарциссов на место? Напишите, пожалуйста, фразу, которую вы использовали, которая, так сказать, рабочая. Это будет очень важно. Если видео понравилось, ставьте лайк, поделитесь им в своих соцсетях, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.